Всем привет! Сегодня приготовим 10 красивых салатов на праздничный стол. Начнем с невероятно эффектного и вкусного салата сирень. Если вы ищете, чем удивить гостей, этот салат точно для вас. Яркий внешний вид, насыщенный вкус и никакой экзотики. Все просто и доступно. Сначала маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем кубиками. Нарезанный лук кладем в мисочку. Заливаем кипятком на пару секунд и сразу же сливаем воду. Так мы убираем горечь с лука. Сюда же насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 2 столовых ложки винного уксуса. Его можно заменить столовым 9% уксусом или лимонным соком. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Берем блюдо, на котором будем подавать салат, и ставим на него кольцо или разъемную форму. По центру ставим стакан. 2-3 вареных картофеля трем на мелкой терке. Картофель выкладываем первым слоем. Все равномерно распределяем и немного утрамбовываем вилкой. Я выставила диаметр кольца 20 см. Сверху картофель солим по вкусу. Наносим сеточку из майонеза. Берем 1 банку сардины в масле, сливаем с нее жидкость и разминаем вилкой. У меня была банка сардины весом 240 грамм. Подготовленную рыбу выкладываем на слой из картофеля. Равномерно ее распределяем. А какой ваш любимый салат на праздник? Напишите в комментариях. Оливье, шуба или мимоза? Или может у вас есть свой особенный рецепт? Будет интересно почитать. Сверху на рыбу выкладываем маринованный лук. Маринад с лука нужно предварительно слить. Наносим сеточку из майонеза. Две вареных морковки среднего размера трем на мелкой терке. Тертую морковь выкладываем следующим слоем на салат. Морковку равномерно распределяем и утрамбовываем вилкой. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Два средних огурца нарезаем сначала пластинками, а затем режем их небольшими кубиками. Огурцы выкладываем на салат. Наносим майонез. 120 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я использую сметанный сыр. Сыр выкладываем следующим слоем. Распределяем его по салату и немного утрамбовываем вилкой. Наносим сеточку из майонеза. Майонез на этом слое размазываем вилкой по всей поверхности, чтобы к нему лучше приклеился желток. 5 вареных яиц разделяем на желток и белок. Желток трем на крупной терке. Тертым желтком посыпаем салат. Белок трем на мелкой терке.
Белок разделяем на две примерно одинаковые части. Одну небольшую вареную свеклу трем на мелкой терке. Из тертой свеклы выдавливаем сок. Примерно 3 чайных ложки свекольного сока наливаем в одну из частей тертого белка. Хорошо перемешиваем. Получается вот такой белок красивого сиреневого цвета. С салата аккуратно снимаем кольцо. Стакан пока оставляем, чтобы при украшении продукты не попадали в углубление. Окрашенный белок разделяем на 5 примерно одинаковых частей. Сверху по кругу выкладываем окрашенный белок небольшими кучками на одинаковом расстоянии друг от друга. Имитируем соцветие сирени. Между фиолетовыми цветами выкладываем тертый белый белок. Стараемся выкладывать так, чтобы кучки как можно меньше прикасались между собой. Таким методом мы избежим окрашивания белого белка. Между белыми и сиреневыми соцветиями выкладываем листики петрушки. Аккуратно, немного раскачивая и прокручивая стакан, вынимаем его из салата. Салат готов, можно подавать на стол. Салат-сирень получился очень красивым. Это один из тех рецептов, к которым хочется возвращаться. Он хорошо держит форму, вкус насыщенный, а внешний вид всегда производит впечатление. Советую попробовать, особенно если хочется чего-то необычного, но не сложного. Вторым приготовим красивый салат с нарциссами. Этот салат очень понравился женской половине общества, так как он легкий и не жирный, а необычное украшение салата приятно удивит всех гостей. Сначала подготовим лепесточки цветов для украшения салата. Одно яйцо разрезаем пополам, вынимаем желток. Половинки белка еще раз разрезаем вдоль пополам. У каждой четвертинки белка вырезаем среднюю часть, чтобы остались треугольнички. У каждого получившегося треугольника срезаем небольшие кончики с двух сторон. Для того, чтобы лепесток выглядел более аккуратно и был одинаковым по толщине, разрезаем его с помощью ножа. Так вырезаем все лепесточки для нарциссов. Для 3 цветов мне понадобилось 3 вареных яйца. Белки, которые остались после изготовления лепестков, измельчаем ножом. Одну половину желтка оставляем для украшения, а остальные желтки нарезаем ножом. Готовим все остальные ингредиенты для салата. Одну большую свежую морковь трем на крупной терке. 100 грамм сыра трем тоже на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок укропа. Из пучка зеленого лука выбираем 5-7 красивых перьев. Они нам понадобятся для украшения салата. Остальной зеленый лук мелко нарезаем ножом. В миску кладем тертую морковь, сыр, полбанки консервированной кукурузы, измельченные белки, желтки, нарезанный лук и укроп. Салат немного солим и заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленный салат перекладываем в тарелку, на которой будем подавать его на стол. Сверху салат разравниваем ложкой. На салат красиво выкладываем перья зеленого лука, имитируя букет. На лук выкладываем подготовленные лепестки нарциссов. Формируем 3 цветка. Для того, чтобы сделать серединку у нарциссов, нарезаем длинные пластинки из вареной морковки с помощью овощечистки. Пластинки скручиваем в трубочку. Получившуюся трубочку разрезаем посередине на 2 части.
Морковные серединки ставим в центр цветков. Сверху серединки посыпаем раскрошенным желтком, который мы оставляли. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с нарциссами получился красивым и очень вкусным. Особую сочность и легкость салату придает свежая морковь. Такой салат точно понравится всем девушкам и женщинам. Попробуйте его приготовить, это необычно и очень вкусно. Третьим приготовим салат красные маки. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Он красивый и необычный, к тому же очень вкусный и сытный. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки, примерно 2 минуты сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с двух сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово, вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими кубиками. 2 средних помидора нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем кубиками. 1 банку черных оливок емкостью 280 мл нарезаем колечками. Это примерно 90 грамм оливок без косточек. Обязательно 3 оливки оставляем для украшения салата. По желанию оливки можно заменить маринованными грибами или огурцами. Луковицу среднего размера разрезаем пополам и нарезаем ее маленькими кубиками. Понадобится только половина луковицы. По желанию лук можно замариновать. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. На большое блюдо выкладываем нарезанное куриное филе. Равномерно распределяем его по всему блюду. Диаметр моего блюда 25 см. На филе наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем нарезанные оливки. Равномерно их распределяем. Опять наносим сеточку из майонеза. Выкладываем помидоры, нарезанные на кусочки, предварительно слив с них лишнюю жидкость. Точно так же их равномерно распределяем по салату. Сверху на помидоры выкладываем нарезанный лук. Сеточка из майонеза. Сверху и по бокам салат посыпаем тертым сыром. Готовим украшения для салата. Берем 3 коктейльных помидора, нарезаем их тонкими кружочками. Из кружочков помидора выкладываем цветочки маков. Для одного цветка понадобится 6 кружочков. Таким методом выкладываем все 3 цветка. В центр каждого цветка выкладываем отрезанную третью часть от оливки. Это будет серединка мака. Вокруг серединки помидоры посыпаем маком. Каждый цветок украшаем веточками укропа. Салат готов, можно подавать на стол. Салат красные маки получился необычным и очень красивым. Салат вкусный и сытный за счет мяса и сыра. Сочность салату придают помидоры. Готовится он несложно и достаточно быстро. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Четвертым приготовим эффектный и очень вкусный салат «Пасхальное гнездышко». Такой салат станет настоящим украшением праздничного пасхального стола. Начнем с приготовления натуральных красителей для перепелиных яиц. Для голубого красителя шинкуем примерно 150 грамм краснокочанной капусты. Капусту перекладываем в сотейник и наливаем 300 грамм воды. Ставим на огонь и варим примерно 20 минут. Горячий краситель процеживаем через сито. И кладем в него вареные, уже очищенные перепелиные яйца. Для красного красителя трем на мелкой терке 150 грамм сырой свеклы.
Тертую свеклу заливаем 100 граммами кипятка. Перемешиваем и даем настояться примерно 10 минут. Получившийся краситель процеживаем через сито и кладем в него перепелиные яйца. Для получения желтого красителя в стакан насыпаем 1 чайную ложку куркумы. Заливаем примерно 100 граммами кипятка и перемешиваем. Сюда же кладем перепелиные яйца. Пока красятся яйца, готовим салат. 300 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. Подготовленные шампиньоны выкладываем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем грибы на большом огне до испарения всей жидкости, а затем уменьшаем огонь до среднего и жарим грибы до появления красивых золотистых бочков. В конце жареные грибы солим, перчим, перемешиваем и снимаем с огня. Готовим остальные ингредиенты. 1 большую вареную картофелину трем на мелкой терке. 2 отварных морковки тоже трем на мелкой терке. 200 грамм вареного мяса нарезаем небольшими кусочками, я взяла свинину. 4 вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Для удобства 200 грамм майонеза перекладываем в кондитерский мешок. Собираем салат в большом блюде. Первым слоем кладем тертый картофель и равномерно распределяем его по блюду. Картофельный слой немного солим и наносим сеточку из майонеза. Вторым слоем кладем жареные грибы. Сверху тоже наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Начиная с этого слоя и дальше в центре салата делаем небольшое углубление для будущего гнездышка. Морковь немного солим и покрываем майонезом. 4-м слоем кладем нарезанное мясо. Делаем сеточку из майонеза. На мясо выкладываем тертые яйца и не забываем сформировать углубление в центре салата. На яичный слой тоже наносим сеточку из майонеза. И последним слоем выкладываем тертый сыр, покрывая салат сверху и по бокам. Прошло примерно 40 минут. Перепелиные яйца уже окрасились. Вынимаем их на тарелку. Центр салата украшаем листьями петрушки и выкладываем на них крашеные перепелиные яйца. По бокам салат тоже украшаем крашенными яйцами и листиками петрушки. Салат «Пасхальное гнездышко» получился необычным, красивым и очень вкусным. Готовить его совсем несложно, и он обязательно станет изюминкой вашего пасхального стола. Пятым приготовим очаровательный салат с цветами. Салат не только красивый, но и очень вкусный. Готовится он просто, а для приготовления украшения понадобится только обычный нож. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. 200 грамм красной соленой рыбы сначала нарезаем пластинками, а затем пластинки режем небольшими кубиками. 1 длинный огурец тоже нарезаем небольшими кубиками. 3 яйца трем на крупной терке. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На блюдо первым слоем выкладываем нарезанную красную рыбу и распределяем ее по дну тарелки. Сверху на рыбу наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертые яйца. Слой с яйцами немного солим и наносим сеточку из майонеза. Третьим слоем кладем нарезанный свежий огурец. Делаем сеточку из майонеза. И последним слоем выкладываем тертый сыр. Теперь приготовим праздничное украшение для салата. Берем свежую морковь и аккуратно по кругу срезаем с нее морковную полоску. Готовые полоски из морковки кладем в кипяток. Держим их в кипятке примерно 1-2 минуты, в зависимости от толщины срезанной полоски. Вынимаем полоски и скручиваем из них цветочки. Морковка после такой термической обработки становится более мягкой и не так сильно ломается. Точно так же с помощью ножа срезаем полоску редьки.
Полоски редьки тоже кладем в кипяток. Из размягченных полосок скручиваем цветок. Подготовленными цветами из овощей украшаем салат сверху. Четыре-пять помидорчиков черри нарезаем кружочками. Кружочки помидоров выкладываем по краю тарелки вокруг салата. Также салат украшаем листиками петрушки. Из оставшейся морковки отрезаем полоски. Вырубкой цветок вырезаем маленькие цветочки. Этими цветочками тоже украшаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат, украшенный цветами из овощей, получился красивым и праздничным. Он очень вкусный и сытный. Такой салат отлично подходит на любой праздник или день рождения. Следующим приготовим очаровательный салат с цветами. Салат не только красивый, но и очень вкусный. Начнем с подготовки морковки и редиски для украшения, так как им нужно постоять около 2 часов. Берем длинную морковь и нарезаем ее тонкими полосками. Это лучше всего делать овощечисткой. Ножом настолько тонкие пластинки не получится нарезать. В процессе нарезки морковь через каждые 3-4 полоски разворачиваем. Редис моем и нарезаем тонкими кружочками. В плоскую емкость насыпаем примерно 1,5 столовых ложки соли и наливаем 1 литр воды. Перемешиваем до растворения соли. В соленую воду кладем полоски морковки и разравниваем их. Сюда же кладем кружочки редиски. Оставляем их примерно на 1,5-2 часа. За это время овощи станут мягкими. Готовим ингредиенты для салата. 2 свежие морковки трем на мелкой терке. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Берем 2 средних кисло-сладких яблока и разрезаем их на 4 части. Вырезаем серединку с семенами и срезаем шкурку. Очищенные яблоки трем на крупной терке. Яблоки поливаем 2 столовыми ложками лимонного сока или яблочным уксусом. Все перемешиваем. Это делается для того, чтобы яблоки сильно не потемнели. 130 грамм сыра трем на мелкой терке. Складываем салат сразу в блюде, в котором будем подавать его на стол. На дно блюда выкладываем половину яблок. Равномерно их распределяем по дну. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем половину подготовленных яиц. Равномерно их распределяем. Яйца немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Кладем половину тертой морковки. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Дальше выкладываем половину тертого сыра. Опять наносим майонез. Следующим слоем выкладываем вторую часть яблок.
Наносим майонез. Кладем вторую часть яиц. Опять наносим майонез. Слой тертой морковки. Немного его солим. Наносим сеточку из майонеза. Все посыпаем оставшимся тертым сыром. Салат готов, теперь займемся украшением. Делаем розочки из морковки. Морковные полоски вынимаем из соленого раствора и обсушиваем бумажными полотенцами. Берем полоску морковки и немного скручиваем ее трубочкой. Затем, перекручивая полоску, формируем лепесток. Таким методом делаем лепестки, пока не закончится морковная полоска. Цветок переворачиваем и закрепляем зубочистками. Таким методом скручиваем все цветки из морковных полосок. Кончики зубочисток отрезаем ножом. Делаем цветок из редиски. На бумажное полотенце выкладываем уже настоявшиеся кружочки из редиски. Обсушиваем их бумажным полотенцем. Кружочки из редиски выкладываем полоской внахлёст друг на друга. Скручиваем их трубочкой. С одной стороны лепестки закрепляем зубочистками. Кончики зубочисток отрезаем. С другой стороны лепестки расправляем. Получился вот такой цветок из редиски. Таким методом формируем все цветочки. Готовим цветы из огурца. Длинный огурец нарезаем тонкими полосками. Удобнее всего огурец нарезать овощечисткой. Полоски должны быть максимально тонкими, тогда они хорошо гнутся. Делаем цветы точно так же, как из морковки. Берем полоску огурца и немного скручиваем ее трубочкой. Затем, перекручивая полоску, формируем цветок. Таким методом скручиваем весь цветок. Внизу закрепляем зубочисткой. Лишние кончики зубочисток отрезаем ножом. Так скручиваем все цветы из огурца. Лучше всего цветы скручиваются из полосок, в которых нет семечек. Полоски с семенами с середины огурца не подходят, так как они рвутся посередине. Чтобы цветы из овощей не заветривались и выглядели красиво, немного смазываем их растительным маслом. Приготовленными цветами украшаем салат сверху. Красиво выставляем их, формируя полянку. Возле цветов выкладываем листья петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с цветами из овощей получился очень красивым и ярким. Он шикарно украсит любой праздничный стол. Салат легкий и сочный за счет яблока и свежей морковки.
Следующим приготовим салат «Букет тюльпанов». Салат красивый и оригинальный, готовится он несложно и продукты все доступные. Такой салат прекрасно подходит для праздничного стола. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну небольшую луковицу разрезаем пополам и нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук кладем в мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 1 столовую ложку уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем до растворения сахара и соли и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пол кочана небольшой пекинской капусты кладем срезом вниз. Делаем несколько надрезов вдоль кочана, а затем нарезаем небольшими кусочками. Для салата понадобится примерно 300 грамм пекинской капусты. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 130 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. С длинного огурца овощечисткой срезаем верхнюю зеленую шкурку. Она нам понадобится для украшения салата. Остальной огурец нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем небольшими кубиками. Всего для салата понадобится 1 длинный огурец. Берем 5 крабовых палочек, разворачиваем их и отрезаем красную часть. Каждую красную пластинку крабовой палочки разрезаем пополам и ножом вырезаем вот такие продолговатые лепестки для тюльпанов. Из одной пластинки получается 4 лепестка. Всего нужно вырезать 15 таких лепестков. Обрезки крабовых палочек нарезаем ножом, они пойдут в середину салата. Остальные крабовые палочки разрезаем пополам и нарезаем кусочками. Всего для салата вместе с украшением нужно 250 грамм крабовых палочек. Складываем салат. Берем большое блюдо и выкладываем на него нарезанную пекинскую капусту. Размер моего блюда 26 на 26 сантиметров. Немного ее солим. Сверху наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем крабовые палочки. Равномерно их распределяем по салату. На крабовые палочки кладем маринованный лук, предварительно слив с него всю жидкость. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем нарезанный огурец. Следующим слоем кладем тертые яйца. Распределяем их равномерно по салату. Наносим сеточку из майонеза. Последним слоем выкладываем тертый сыр. Посыпаем салат сверху и по бокам. Украшаем салат. По салату выкладываем 5 перьев зеленого лука. Это будут стебельки тюльпанов. На конце каждого перышка лука выкладываем бутон тюльпана из заготовок с крабовых палочек, которые сделали ранее. Из полосок огурца ножом вырезаем листья тюльпанов. Также из полосок огурца вырезаем чашелистик для каждого цветка. Готовые чашелистики выкладываем под каждым цветком. По салату раскладываем листья тюльпанов из огурца. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Букет тюльпанов» получился очень красивым и необычным. Готовится он из самых обычных продуктов и достаточно просто. Таким салатом точно можно удивить гостей за праздничным столом. Следующим приготовим необычный и очень вкусный салат с грибами. Сначала подготовим ингредиенты для салата. 200 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Вместо ветчины можно использовать запеченное или отварное мясо. Четыре вареных яйца трем на крупной терке. Одну сырую морковь трем на мелкой терке. По желанию морковь можно отварить. Из одной баночки маринованных шампиньонов отбираем несколько самых красивых грибочков для украшения салата.
Остальные грибы нарезаем на более мелкие кусочки. 2 плавленых сырка трем на мелкой терке. Чтобы сырки лучше терлись, я их предварительно положила в морозильную камеру на 40 минут. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки. Вырезаем семена и срезаем верхнюю шкурку. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. На яблоки наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса и перемешиваем. Уксус можно заменить лимонным соком. Это делается для того, чтобы яблоки так сильно не потемнели. Складываем салат, ставим большое плоское блюдо и на него ставим кулинарное кольцо. Я выставила диаметр кольца 16 см. Первым слоем выкладываем нарезанную ветчину. Распределяем ее по дну и трамбуем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертые яблоки. Равномерно их распределяем и прижимаем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Затем кладем нарезанные шампиньоны, распределяем по салату. А как вы обычно собираете слои? Используете те же продукты или меняете их по своему вкусу? Напишите в комментариях, будет интересно узнать ваши секреты. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Равномерно их распределяем. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Распределяем ее по салату. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим майонез. Последним слоем выкладываем тертые сырки. Равномерно их распределяем. И немного утрамбовываем. Оставляем салат настаиваться и займемся подготовкой украшения. Соленую соломку кладем на доску и укорачиваем ее так, чтобы она получилась на 1-2 см выше салата. Всю соломку делаем одинаковой длины. Мне для украшения салата понадобилась 1 пачка соленой соломки весом 240 грамм. С салата аккуратно снимаем кулинарное кольцо. По бокам салат обмазываем майонезом. Я это делаю с помощью ложки. Приклеиваем уже подготовленную соломку. Стараемся немного прижимать ее к салату и следим, чтобы соломка была друг возле друга. Таким методом обкладываем соломкой весь салат. Берем сыр сулугуни и разрываем его на более тонкие волокна. Получившиеся веревочки связываем между собой. Делаем такую длину, чтобы хватило обвязать весь салат. Мне понадобилось связать 3 кусочка сыра. Подготовленным сыром обвязываем салат. Это придаст салату красоты и не даст никакой соломке случайно отвалиться от салата. Лишние хвостики отрезаем. Сверху салата кладем салатные листья. Я их руками рву на более мелкие кусочки, чтобы потом легче было брать салат. На листья выкладываем оставленные заранее шампиньоны. Помидоры черри разрезаем поперек на 2 половинки. Выкладываем маленькие помидоры срезом вниз. Также салат можно украсить другими грибами. Я взяла опята. На помидорах зубочисткой, смоченной в майонезе, делаем белые точки, имитируя мухоморы.
Салат готов, можно подавать на стол. Салат с грибами получился очень красивым и необычным. К тому же салат очень вкусный. Сытность салату придают ветчина, яйца и сыр, а легкий приятный вкус – морковь и яблоко. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Также таким методом можно украсить и любой другой салат по вашему вкусу. Обязательно приготовьте такой красивый и необычный салат. Порадуйте своих любимых и близких. Следующим приготовим красивый и вкусный салат «Поляна с цветами». Сам салат готовится очень просто, и украшение с цветами тоже не вызовет никаких трудностей. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. 2 вареные картофелины нарезаем сначала пластинками, а затем небольшими кубиками. 1 вареную морковь тоже нарезаем кубиками. 200 грамм ветчины нарезаем пластинками, а затем кубиками. 4 вареных яйца разделяем на белок и желток. Желтки нарезаем ножом на кусочки. Белки трем на мелкой терке. 4-5 небольших красивых перышек зеленого лука оставляем для украшения, а остальной небольшой пучок лука мелко нарезаем ножом. Готовим салат. В миску кладем нарезанный картофель, ветчину, морковь и желтки. Берем 1 банку консервированной кукурузы и 1 столовую ложку кукурузы оставляем для украшения. Всю остальную кукурузу добавляем в салат. Салат заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. По желанию салат можно еще немного посолить. Готовый салат перекладываем в салатник и красиво выравниваем сверху ложкой, при этом делая совсем небольшой бугорок посередине. Сверху на салат выкладываем равномерным слоем тертые белки. Цветы для украшения салата делаем из небольшой красной луковицы. Посередине луковицы маленьким ножом делаем по кругу зигзагообразный разрез до центра луковицы. Разъединяем половинки луковицы и разделяем чешуйки. Получаются вот такие цветочки. Берем небольшую бамбуковую шпажку и вставляем ее в перышко зеленого лука вот таким образом. Получившийся зеленый стебель вставляем в центр салата. На бамбуковую палочку надеваем цветок. Так делаем 3 цветка. Остальные цветы из лука кладем на салат, имитируя полянку с цветами. В центр каждого цветка кладем зерна кукурузы. Между цветов в салат вставляем еще 4-5 небольших зеленых луковых перьев. По краю тарелки салат украшаем нарезанным зеленым луком. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Поляна с цветами» получился очень красивым и вкусным. Такой салат обязательно станет прекрасным украшением праздничного стола. Готовить его несложно и продукты все доступные. Приготовьте такой салат и приятно удивите своих родных и близких. И последним приготовим легкий, свежий и невероятно вкусный салат, который не только украсит ваш стол, но и порадует фигуру. А еще мы оформим его так, чтобы он точно удивил ваших гостей. Берем половину головки пекинской капусты и шинкуем ее ножом. По весу это примерно 400-500 грамм. Капусту перекладываем в миску. С огурца снимаем кожуру овощечисткой или ножом. Должны получиться тонкие полоски. Кожура понадобится позже для украшения салата. Огурец нарезаем сначала полосками, а затем режем брусочками. Нарезанный огурец добавляем в миску. Сюда же насыпаем 1 банку консервированной кукурузы.
Примерно 1 столовую ложку кукурузы оставляем для украшения салата. Нарезаем зеленый лук. Вместо зеленого лука можно использовать красный или белый репчатый лук. Лук высыпаем в салат. 3 вареных яйца нарезаем кубиками. Их тоже добавляем в миску к салату. Салат солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Сюда же добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами. Заправляем сметаной и перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на большое плоское блюдо. Равномерно его распределяем по всей поверхности. Диаметр моего блюда 31 см. Украшаем салат. Берем салатные листья и нарезаем их на более мелкие кусочки. Подготовленными салатными листьями выкладываем салат по бокам. Морковь нарезаем кружочками. Стараемся нарезать тонко и режем под углом примерно 45 градусов. Морковь выкладываем кружочками на салате, имитируя цветы. Кружочки моркови кладем внахлёст друг на друга. Из кожуры огурца ножом вырезаем 4-6 листочков для цветов. Оставшуюся кожуру нарезаем тонкими полосками. Длинные полоски из кожуры огурца выкладываем на салат, имитируя стебли цветка. Листики выкладываем возле каждого стебля. Внизу выкладываем короткие полоски из огурца, имитируя траву. В центр каждого цветка кладем по 3-4 зернышка кукурузы. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с пекинской капустой, украшенный цветами, получился очень красивым и вкусным. Легкость салату придают овощи, а сытность яйца. Салат прекрасно подходит для любого праздничного стола. Таким несложным украшением салата можно удивить и порадовать гостей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и красиво. Если вам понравились такие красивые салаты, то ставьте лайк и напишите слово «красота» в комментариях, чтобы я знала, кто досмотрел видео до конца.